вопрос все тот же. Почему именно FUET, когда существует FUE? Какого-то большого ноу-хау в этом нет. Я вас хочу спросить о докторе Изареве. Доктора некоторые не имеют хирургической лицензии. Где взять остальные графты? Использовать панч. И к нам тоже приходят пациенты после наших же операций с, в общем-то, заметными рубцами. Очень высока вероятность образования заметного шва. Вопрос интересный и требует откровенного ответа. Я вам буду сегодня задавать вопросы как человек, который, собственно, тоже прошел 2 пересадки волос, как клиент. Не забывай, пожалуйста, подписываться на канал, шарить видео. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задавать прямо в комментариях под видео. В течение 1 часа после выхода видео я активно отвечаю на все вопросы, которые поступают. Ребят, привет! Сегодня хочу пообщаться с представителем российской, скажем так, как назвать, школы пересадки волос, а если быть точнее, с Сергеем Федоровым, Волосы.ру. Многие слышали, кто-то знает, уже, собственно, есть у меня также отзывы, скопившиеся за последние 3 года. Тем не менее, сегодня мне хочется поговорить на тему девайсов и устройств, которые появляются все чаще, все больше в последние годы. То есть, если взять последние 3 года, ну, по крайней мере, тот момент, когда я уже начал изучать пересадку волос и все, что творится, то прямо в последнее время начинает появляться огромное количество различных девайсов, новых устройств, которые промоутируют доктора по всему миру, которые представляются на конгрессах. И мне как бы очень интересно мнение тех, кто работает в сфере, ну и, конечно, вам представить в то же время, собственно, что же все-таки происходит в России. И вот особенно для меня интересна ассоциация трансплантации волос в России, что же это такое, потому что международные society, различные общества, это есть где-то побольше общества, где-то огромные общества, где-то достаточно очень локальные. Ну, про российскую ассоциацию мне очень интересно, потому что, как мне кажется, вообще пересадка волос в России это достаточно до сих пор новое явление, без особо сформировавшегося рынка и отсутствие как таковой конкуренции. Когда появится конкуренция, она появляется, тогда больше появится, соответственно, развитие этого рынка, больше приложений, больше, соответственно, я надеюсь, будут обучаться и взращивать себя как хороших профессионалов, и в целом уровень будет подниматься. На мой взгляд, российская пересадка волос пока мне не очень интересна, потому что для меня это слишком молодой рынок. Мы не будем брать тех корифеев, которые уже, в общем-то, делают пересадки очень давно. Как я и сказал, для меня сформировавшийся рынок – это рынок, на котором много участников, которые задают темп друг другу, где присутствует конкуренция и, собственно, развитие. По моему мнению, пока российский рынок, он очень сильно отстает, и качество пересадок волос пока тоже отстает от мирового качества, да, но сегодня мы пообщаемся с Сергеем Васильевичем Федоровым и узнаем что-то новое, ну и в том числе, конечно, то, что происходило на международном конгрессе, главном международном конгрессе года в Дели. Итак, ждем подключения Сергея Федорова и начнем. Добрый вечер. Как меня слышно? Хорошо? Да, очень хорошо слышно. Сергей, приятно с вами познакомиться. Меня зовут Олег. Я изучаю вопросы пересадки волос, в общем-то, все, что связано с волосами. И я буквально наткнулся на ваш сторис, очень интересный сторис по анализу различных девайсов, которые были представлены в Дели собственно, на конференции, последней конференции. Дорогие коллеги, сегодня я хотел бы вам рассказать о очень интересном девайсе, который я увидел на выставке. Решил с вами связаться и с вами поговорить на эту тему. Но хочется, чтобы вы со своей стороны представились буквально кратко, и мы начнем разговаривать о девайсах. Я врач-хирург, занимаюсь трансплантацией волос с 96 года.
в общем-то, наверное, в ряду первых врачей, хирургов, которые начали развивать это направление в России. Работал в бельгийской клинике вместе с Жаном Девруае 5 лет, стажировался в Соединенных Штатах Америки и некоторое время работал у доктора Брэдли Вульфа, он мой учитель. Принимал участие в открытии клиники в Ирландии, HBR, где уже более 20 лет продолжаю работать. Принимал участие в открытии и подготовке врача в клинике в Шотландии, в The Glasgow Clinic. Сейчас помогаю в работе дочери, у нее клиника небольшая в Ливерпуле. Ну и продолжаю работать в Санкт-Петербурге, клиника Волос.ру, которая была открыта мной уже более 20 лет. Вы работаете в разных уголках мира. Почему не в одном конкретном месте? Я вам буду сегодня задавать вопросы как человек, который, собственно, тоже прошел 2 пересадки волос, как клиент со стороны клиента, и, соответственно, рынок в России, он, как по моему мнению, он достаточно недоразвит. Почему вы не хотите, например, направить какие-то свои, точнее, все усилия, например, на развитие российского рынка? Как мне кажется, огромная почва, огромная зона для развития. Вопрос интересный и требует откровенного ответа. Дело в том, что клиника Волос.ру, она продолжает работать независимо от того, нахожусь я в России и работаю в этот момент в клинике, или я нахожусь за рубежом. В клинике Волос.ру готовы работать и работают около 4, иногда бывает 5 врачей, в зависимости от необходимости. Достаточное количество ассистентов, и уровень работы соответствует, в общем-то, уровню работы отличной клиники. Коллеги работают со мной уже некоторые более 10 лет, кто-то более 20 лет. Почему именно я продолжаю периодически вылетать и работать в ирландской клинике? Это связано с тем, что, скажем, иногда появляется возможность испробовать, обработать какое-то новое направление, допустим, в зарубежной клинике. То есть это требует, понимаете, для России это требует определенных разрешающих факторов, финансовых вложений. Клиника HBR в Ирландии – это очень мощная клиника, она одна из самых известных клиник в Европе. И это одна из немногих клиник, которая продолжает работать методом, который я очень люблю, лоскутным методом. Поэтому, вылетая в Ирландию, я еще и погружаюсь опять в тот период, когда я только начал заниматься трансплантацией волос. И работаю как методом лоскутным метод FUT, так и методом FUE. Это возможно делать 2 операции в день, бригада готова. И это действительно, для меня это интересно. Кроме Ирландии и России, я, в общем-то, больше нигде не работаю. При каких случаях вы делаете личные операции в России? Я каждый месяц, 2 недели я нахожусь в Российской Федерации, так как у меня гражданство еще и ирландское, поэтому я, естественно, сейчас могу перемещаться, вылетать и работать в Ирландии. В Ирландии есть график моей работы, поэтому я совмещаю работу как в Ирландии, так и в России. Обычно как я уже сказал, 2 недели в месяц я нахожусь на территории Российской Федерации. Есть, конечно, моменты, когда нужно вылететь к ученикам, посмотреть, как они работают, проконтролировать их работу, а у нас за этот период времени, в общем-то, появились ученики, которые также открывают клиники, работают на территории России. И я в ответе за это, я должен быть уверен, что они делают все это правильно и так, как, в общем-то, мы их подготавливали и учили. Насколько тяжело контролировать работу учеников и те, кто работает в клинике? Это действительно тяжело сделать, потому что никакими словами и никакими видео, скажем так, сюжетами вы не объясните о том, как работает коллектив. Надо смотреть конкретно, локально, выезжать, смотреть, как работает клиника, как работает коллектив. Трансплантация волос, как вы знаете, это же коллективный труд. И один
доктор может только накрутить, произвести накрутку и даже не извлекать графты. А остальную работу выполняет коллектив. Ассистенты, которые должны быть обучены правильной посадке, правильному подходу графтов, правильному хранению графтов. Доктора в некоторых клиниках, они занимаются, и это не секрет, они занимаются только консультацией и, может быть, начальным периодом операции, то есть подготовку пациента к операции. Все остальное могут выполнять и ассистенты. Таких клиник много, и в моем понимании это неправильно. Врач должен принимать участие максимально, скажем так, плотно и максимально много, если можно так сказать, в периоде операции. И не могу вас не спросить, я как бы не планировал этот вопрос, но я сейчас очень сильно сфокусирован, опять-таки, на изучении метода FUT, который, казалось бы, уже себя пережил, отжил, и у меня была первая пересадка, собственно, на FUT, у меня до сих пор остался шрам, и я его, ну, откровенно говоря, мне этот шрам создал намного больше проблем, чем у меня была бы просто лысина, да, и вот последнее время я как бы заметил на конгрессах, что до сих пор мировые доктора обсуждают, они до сих пор применяют эту методику. На ваш взгляд, ну, опять-таки, вы практикуете этот метод, почему именно он, почему не современные FUI, а почему именно FUT? Какие плюсы также именно FUT? Ну, хочу вам сказать, что вы не одиноки в проведенной операции. У меня выполнено 2 лоскутных операции. Я знаю, что это такое шов. Скажем так, прошел через этот тоже период. И продолжая работать также методом FUT, я вместе с коллегами мы нашли вот ту золотую середину, которая позволяет нам в работе минимизировать, скажем так, видимость этого шва. Здесь не секрет, и доктора, коллеги, они прекрасно понимают, пластические хирурги, они прекрасно понимают, что чем моложе пациент, тем больше вероятность, что шов после проведенной операции, в каком бы месте операции ни была, я имею в виду не локально место проведения операции, а в какой части тела не был бы, скажем, произведен разрез, очень высока вероятность образования заметного шва. Это связано именно с молодым возрастом пациента. То есть все регенеративные процессы, они протекают более активно. То есть организм старается быстро, мощно закрыть этот дефект. Чем старше пациент, тем вот эта видимость, скажем так, этого разреза, шва, она практически сводится на нет. Вот после последней операции, которая была выполнена где-то 5 лет тому назад, а первую меня выполнили в Бельгии, вторую выполнили мне в Ирландии. То есть шов бельгийский, он был значительно, то есть он был большим и заметным. После проведения второй операции, а этот шов был иссечен, он практически стал незаметен. Сейчас появилась возможность, вот на последнем конгрессе, который был сейчас в Дели, был очень интересный доклад о том, что делать с подобными швами. Вот когда остается вот этот вот рубчик, и нужно понять, как его минимизировать, сделать его более, скажем так, менее заметным, и чтобы это было, в общем-то, комфортно для пациента. И вот был предложен очень интересный метод. Метод, который я хочу с коллегами попробовать, он, в общем-то, несложный, и он действительно неожиданно простой и вполне возможно результативный. А вот проводя операции лоскутным методом или в России, или, допустим, за рубежом, есть такое, скажем так, есть даже не девайс, а есть такое, ну, скажем, простое приспособление, как крючок. Вы знаете, это однозубый такой крючочек, который позволяет прямо в момент проведения операции до начала иссечения лоскута вымерить точно, сколько мы можем взять. Буквально по шаг, полсантиметра, сантиметр. И точно отмерить вот ту ширину допустимую, чтобы не было натяжения и, следовательно, не было большого рубца в послеоперационный период. И вы знаете, вот за последние, наверное, 10 лет, сколько мы применяем это вот небольшое такое, скажем,
ноу-хау, так это можно назвать. В общем, проблемы с натяжением и с грубыми рубцами, в общем-то, не появлялись. Ну и плюс вот то, что коллеги предложили, надо будет попробовать, поскольку к нам тоже приходят пациенты после наших же операций с, в общем-то, заметными рубцами. Все вопросы, которые у тебя только могут быть, они уже есть в видео. Если же нет времени, заказывай детализированную консультацию, я расскажу тебе персонально, конкретно твоего случая и выстрою план действий, что именно для твоего случая подойдет в большей степени. Ну и плюс промокод помогут сделать твою пересадку еще и дешевле. Очень интересно, что за способ минимизировать, скажем так, визуально шрамы, которые уже существуют, например, после операции. Значит, идея очень простая. Вот если представим, что внутри моих ладоней находится рубцовая ткань, то есть с этой стороны ткань нормальная, с этой стороны ткань нормальная, середина – это рубчик. То есть это рубец, это плотная ткань, это не нормальная ткань, это патологическая ткань. И она мешает схождению вот этих вот нормальных краев ранки. Если взять, использовать панч и сделать массу мелких отверстий глубиной до, скажем так, апоневроза, до той части, где заканчивается рубчик. То есть превратить сам рубец в, скажем так, в состояние сот. В результате мы тем самым уменьшаем его плотность и делаем его подвижным. А потом, стянув края, мы накладываем еще раз шовчик, не вырезая сам рубец. Каждая ранка после прокрутки, она в любом случае будет рубцеваться. То есть площадь рубца сокращается. Да. Я вас понял. Да, похоже, вот как раз-таки в Бангкоке я интересовался был у некоторых врачей в клиниках. Вот они практикуют. Я на самом деле видел некоторые результаты. То есть практически не виден вообще шрам и после операции, и решаются вопросы уже существующих, точнее сделанных операций, как, например, у меня. То есть идет стяжение вот как раз таких вот этих стяжение вот этого рубца, но тем не менее вопрос все тот же, почему именно FUET, когда существует FUE, если даже может быть риск шрама, зачем использовать ту методику, которая позволяет избежать вот этого шрама? Ответ лежит на поверхности метода, скажем, самого метода FUET. Дело все в том, что наша донорская зона, скажем, та зона, которую мы используем для работы методом FUE, она условная. Согласитесь, что вот та затылочная часть, из которой мы должны выкрутить эти графтики, мы не имеем четкой границы, где лежат андрогенозависимые, где они не лежат. Поэтому мы всегда донорскую зону на затылке при достаточно, хорошем запасе, мы условно выбираем эти границы. Это порядка около 7 сантиметров от завиточка вниз и выше на 2 сантиметра от начала роста волос шеи. То есть вот такая полосочка и есть как раз та граница, где мы берем графтики для FUE, предполагая, что мы взяли именно точно в андроген-независимой зоне. Лоскутный метод, он позволяет без вот этого допущения взять в самом центре этой вот андрогенно-независимой полоски, значит, с большей гарантией андрогенно-независимые волосы. Дальше. Метод лоскутный, он в дальнейшем, когда мы получаем материал и начинаем этот материал препарировать, готовить графты, мы получаем графты, в фолликулярной части которых есть подкожная жировая клетчатка. То есть графтики объединены подкожной жировой клетчатке. Вы знаете, есть метод липофилинга, то есть метод внедрения подкожной жировых клеток в проблемную зону. Это вот второй момент очень положительный. Третий момент, то есть получается, что проводя операцию графтами, полученными методом FUET, мы тем самым еще и проводим, скажем так, профилактику фиброзно измененной реципиентной зоны. То есть мы подготавливаем эту зону к посадке и к хорошему результату. Используя графты, полученные этим методом, мы также можем делать имплантацию, не подстригая волосы в реципиентной зоне. Это связано с тем, что фолликулы, полученные методом FUE, они
разобщены. Вокруг них нет вот этого защитного чехла из жировых клеток. И в результате при посадке всегда возникает риск, что один фолликул забежал, а второй по закону бутерброда цепляется за длинный волос. То есть нужно еще раз его завернуть, убрать волос. Это время, это лишняя травматизация. Хотя вы можете мне сказать, что существуют имплантеры, и можно сажать имплантерами, допустим, более безопасно. Да, я согласен, можно сажать имплантеры. Но методом FUE мы получаем в лучшем случае порядка около 6-7 тысяч графтов. Больше можно получить, если донорская зона, густота донорской зоны, она позволяет взять больше. А если вы представите площадь моей ладони, здесь около 180 квадратных сантиметров. Вот если на ней вообще ничего нет, чтобы посадить хотя бы с густотой 50%, мне понадобится вот сюда порядка 9 тысяч графтов, чтобы закрыть 50% густоты. Это хорошая работа, не идеальная. У нас, вот если взять площадь потери, к примеру, опять-таки этой ладони, и разместить ее на моей голове, то в оригинале там порядка 20 и более тысяч графтов. Донорская зона дает максимум, как я сказал, 7. Может быть, там в редких случаях там 8 тысяч. А где взять остальные графты? Мы прибегаем тогда к лоскутному методу, который позволяет нам дополнительно взять из донорской зоны еще 2-3 тысячи графтов. То есть лоскутный и метод FUE – это методы, которыми мы манипулируем и которые мы комбинируем в зависимости от задачи, которая стоит перед нами. Если потеря большая, то точно придется комбинировать. Бывает даже, мы делаем 2 операции в течение 2 дней, берем сначала FUE, на следующий день вырезаем лоскут. И таким образом за одну операцию максимально закрываем реципиентную зону. Операции у женщин. Ведь у них, во-первых, они не позволят нам подбривать затылочек. Значит, нам нужно либо брать их методом FUE длинные волосы, что позволяет, опять-таки, не все девайсы. То есть нужно иметь девайс, нужно иметь опыт работы, нужно эти графтики длинные получить и графт длинный посадить. Методом FUT мы можем спокойно вырезать полосочку, не доставляя потом визуального дискомфорта в послеоперационный период для женщины. И имплантировать эти графты. Причем мы можем их имплантировать уже несколько большей длины, тем самым уже создав ей, понимание о том, как у нее будет выглядеть вот эта зона через какое-то время, когда они начнут расти. Так что поэтому это 2 метода, которые могут использоваться изолированно, комбинированно. В случае большой потери они объединяются. Просто почему сейчас говорится о методе, что это новый метод FUE? Метод FUE, он старый, с него начиналась вся трансплантация волос. Просто там был крупный панч, и там брали крупные графты. Мы от этого ушли, когда научились забирать, оптика позволяет, научились забирать более тонкие, группки, такие объединенные, как группки, 2-3 фолликулярные. И в общем-то, не секрет, что большинство клиник, которые сейчас работают, они в первую очередь не имеют, доктора некоторые не имеют хирургической лицензии. Я не имею в виду российские клиники, здесь доктора, выполняющие операцию трансплантации волос, имеют хирургическую лицензию. А зарубежные коллеги нет. Это может быть general practitioner, это может быть врач другой практики. Значит, лицензию он получил. Клиника готова только для проведения операции методом FUE. У него бригада, состоящая из 3 человек, которая позволяет ему эту операцию сделать. Если он хочет начать делать операцию лоскутным методом, ему нужно будет получить хирургическую лицензию. Его клиника должна пройти хирургическую, получить сертификат операционной совсем. Ему нужно иметь как минимум 4-5 ассистентов, обученных резать под микроскопом. С улицы он их не возьмет. То есть, вы же понимаете, что лоскутная операция, она более технически сложна, чем операция FUE. Да. А какое, среднее и средне-максимальное количество графтов, как правило, позволяет именно лоскутный метод извлечь? То есть для понимания в цифрах. То есть вот в вашей практике среднее количество, которое вы обычно извлекаете при полостной методике? В среднем около 3000 графтов.
Бывают случаи, когда, опять-таки, подвижность донорской зоны, именно вот возможность свести потом края, позволяет взять более широкую полоску. Тогда объем может вырасти до 4, до 4,5, до 5 тысяч графтов, но не более, потому что, скажем так, визуально испытывать намного... судьбу не особенно хочется. Да, ну и потом это намного касается... сложнее будет закрывать этот шрам, он будет более визуально заметный, верно? Понимаете, опять-таки, если подвижность хорошая, если возраст пациента выходит вот в эти временные рамки, которые я вам сказал, то есть старше где-то 45 лет пациенты вот приходят на эту операцию, 50-45, значит, и подвижность позволяет мне в процессе операции точно свести края, и я это вижу прямо в операционном, еще не взяв лоскут, я точно вымеряю все, чтобы у меня не было вот этого натяжения. Потому что если мы зашьем и будем натягивать, и натяжение, которое возникнет между краями раны, при сильном натяжении вызовет дополнительную ишемию этой области. То есть ишемизация приведет к шоковой потере и приведет к образованию грубого рубчика. Вот нам нужно, чтобы края скользили при ушивании. То есть тогда кровоснабжение нормальное, и тогда рубца видимого не будет. Поэтому здесь, еще раз говорю, все зависит от, скажем так, той подвижности донорской зоны, которая позволит нам взять 2500, 3000 графтов, ушить так, чтобы это не было заметно, чтобы через 1,5 года мы могли вернуться либо к операции методом FUE, либо опять к лоскутной операции. Все зависит от пожеланий пациента и от показаний. В какой момент времени вы можете спрогнозировать более точно, какое количество все-таки графтов вы сможете, например, извлечь, скажем так, более точное количество? Вы это уже понимаете в процессе операции? До начала операции можно подбрить зону, скажем так, лоскутную зону, ведь зона, она выбирается, мы рисуем, грубо говоря, полоску. Мы ее нарисовали, там, к примеру, 20 сантиметров, сантиметр шириной. Подбривается в латеральной части, в центральной части, в другой латеральной части буквально 1 квадратный сантиметрик в этой полосочке. Или можно там полквадратных сантиметра. Дальше мы смотрим через дерматоскоп и подсчитываем, какое количество графтов у нас находится на квадратном сантиметре. Латеральной части, центральной, другой латеральной части. Они разные. Высчитываем среднее количество графтов на квадратном сантиметре. Если нам для операции нужно 2000 графтов, мы высчитываем вот тот лоскут, который мы должны взять. Но в процессе операции мы не берем весь лоскут, потому что, как бы мы ни считали, всегда возможна погрешность. Значит, мы берем 2/3 этого лоскута, вырезаем и ушиваем вот это, скажем так, этот вот дефект, оставляя дальше полосочку, там 10 сантиметров, 5 сантиметров на второй этап. В момент нарезания графтов ассистенты получают истинное число, густоту графтов. Мы знаем, что с этой полоски мы взяли там 1500 графтов, а нам нужно еще добрать там 400. Значит, мы вымеряем, согласно вот этих точных данных, наш вот этот кусочек. Все, что сверху, мы, конечно, имплантируем, но при этом пациент абсолютно не платит за это, поскольку он не виноват в том, что у нас получилось больше. Скажите по времени, сколько занимают такие операции и какое количество людей участвует в такого рода операциях? По времени, конечно, скажем, время на проведение операции зависит тоже от многих факторов. Это фактор, скажем так, сколько потрачено на вырезание куска, сколько потрачено на подготовку графтов, и самое главное, это сколько ушло на саму имплантацию, потому что здесь могут возникнуть факторы поппинга, когда графтики выходят, возможность там, повышенной кровоточивости, нужно что-то предпринимать. Но в среднем 3000 графтов при идеальных условиях, при хорошей работе заканчивается, если операция начинается, скажем, если пациент приходит в клинику в 8 утра, а операция забора начинается в 9 утра, значит, то полностью имплантация 3000 графтов может закончиться где-то около 3 часов, 3-3,5, между 3-4 часа дня. Это... Да, и насколько большие команды, то есть какой состав, скажем так, сколько людей участвует в операции?
в зависимости от возможности клиники. В ирландской клинике на каждую операцию, если мы делаем два стрипа, 2 лоскутных операции, по минимум где-то 8-9 ассистентов. Хочу вас спросить, просто раз уж мы заговорили о количестве и о FUT, видите, я вас хотел об одном спросить в результате, ну, тем не менее, мы все равно вернемся к вопросам. И я вас хочу спросить о докторе Зареве. Сейчас он прямо на таком хайпе, и вы знаете, он пересаживает огромное количество графтов, которые, в принципе, по тем результатам, которые мы видим, не видно и сложно отличить, что человек, собственно, вообще делал пересадку волос, у него и вроде и донорская область очень хорошо выглядит, и огромное количество графтов он пересаживает. Что вы об этом думаете, ваше мнение? Вы знаете, я сторонник, прежде чем что-либо сказать о враче и о том, как он работает, посетить клинику. Я поэтому и стараюсь обычно договориться, приехать, познакомиться с доктором. У нас у каждого есть свои секреты, с которыми мы можем поделиться. Я уже не от одного своего коллеги слышал, что пытались связаться с доктором, и даже мною многоуважаемый ныне президент СХРС, это мой учитель доктор Брэдли Вульф, он тоже меня спросил вот такой же вопрос. Я ему ответил, что я на свои письма, которые я писал, я, в общем-то, не получил даже никакого ответа, что, в общем-то, меня удивило. Ведь правило хорошего тона подразумевает просто ответить: извините, я ничего не скажу. Доктор Жан де Бруае, а именно вот он автор этой один из девайсов, это вау-машин, вот, он с ним тоже попробовал списаться для того, чтобы хоть как-то, скажем, познакомиться с этим человеком, удивительным человеком. На что тот сказал: я, мол, ничего как бы не говорить, не показывать не буду. Ему сделали замечание, сказали: если вы такой замкнутый человек, зачем же вы приезжаете на наши сообщества, его на самом деле, Европейский институт, извините, вы можете поделиться. На самом деле, вы же понимаете, что какого-то большого ноу-хау в этом нет. То есть он может работать только 2 методами. Либо лоскутом, либо FUE. Если это не лоскутный метод, значит, это метод FUE. Здесь может быть несколько вариантов. Он работает либо минимальным панчем, о чем заявляют некоторые клиники, работающие в России. Это метод. Мы работаем самым тонким панчем. Панч там диаметром 0,6 мм. Этот панч, конечно, не оставит никакого следа в донорской зоне. Но этим панчем двухфолликулярный графт я не получу никогда. Потому что графт в 2 раза толще, чем этот панч. Его просто не получить. Значит, он получает фолликулярные объединения. То есть он получает фолликулы. Он получает фолликул, который он имплантирует. Вероятнее всего, что именно вот в этом либо этот метод, либо комбинация все-таки. Где-то он берет фолликулярные группы, где-то он берет вот эти, то есть либо фолликулы, либо графты. Дальше он может объединить метод трихопигментации. То есть это известный метод. Последние годы он активно шагает по всей планете. И метод, который мы рекомендуем нашим пациентам, когда мы видим, что запас донорской зоны, во-первых, донорка может быть видна за счет вот этих наших, скажем, прокруток и мелких рубчиков, которые остаются в донорской зоне. И, конечно же, реципиентная зона. Поэтому вероятнее всего, что он комбинирует и проводит как бы комбинацию такую, потому что увидеть, оценить, что он делает, можно только, скажем так, увидев пациента вот на расстоянии там 10-15 сантиметров. Тогда можно понять. Да, я вас понимаю. Для меня тоже это очень важно. Я перед тем, чтобы понимать толком, что происходит в клинике, для меня очень важно посетить и увидеть, как происходит работа, что происходит. Я познакомился лично с доктором Заревым. По поводу конференции... Я вас поздравляю. Спасибо. По поводу конференции, он бы туда никогда и не ехал, он так и сказал. Дело в том, что он дружит с доктором Коулом, и все его посещения конференции, это потому что доктор Коул его просит посетить ту или иную конференцию. Он очень занят. И второй момент, он не разговаривает также на английском языке, хотя вот у него сейчас английский становится лучше, также, может быть, поэтому он не отвечает на письма. И по поводу писем он практически никому не отвечает на письма, то есть тут, скажем так, его персоналия такова, что он сфокусирован на работе, за что мне он тоже очень нравится.
потому что он делает то, что он делает. По поводу панча, он использует панч 0.7, и он об этом тоже говорил, в принципе, даже на форуме, на конференции в Бангкоке. Вот. Но вот мне очень интересно также, что думают доктора, и его техника, да, он не хочет с ней делиться, потому что у него есть определенные планы патента на то, что он делает, чтобы это можно было открывать клиники под его личной методикой, скажем так, продавать свою личную методику. Ну вот, мне было просто очень интересно мнение доктора, опытного доктора, как это выглядит со стороны. Очень важно проанализировать полностью ситуацию, то, что есть, какой возраст, какие заболевания, какая динамика выпадения волос, какой донорский запас и так далее, что мы рассматриваем всегда в детализированных консультациях. Затем составление плана в зависимости от всех этих факторов. Третий момент – моделирование передней линии, потому что передняя линия очень важна при пересадке волос. Это то, с чем вы будете жить. Для кого-то это не супер важно, для кого-то это важно. Следующий момент – выбор клиники, правильного доктора под ваш конкретный кейс, потому что клиники друг от друга отличаются, точно так же, как и доктора могут отличаться друг от друга по своей какой-то специфике. Кто-то закрывает очень хорошо большие и огромные зоны лапеции, кто-то фокусируется именно на передней линии, создает уникальные передние фронтальные линии, которые неотличимы от тех голов, где не было пересадок волос. Кто-то очень хорошо уплотняет те волосы, которые, в общем-то, прорежены равномерно и так далее. Под каждый кейс нужно выбирать правильную клинику, правильного доктора со своей командой, кто воплотит правильно составленный план в жизнь, и вы получите результат. Что ж, вторая часть, мы обсудим гаджеты. На самом деле я заметил, что чаще всего вот на конгрессах идет также договаривание, да, между клиниками уже известными, чтобы они начинали использовать эти гаджеты. Начинающие или более простые клиники наблюдали, чем работают именитые доктора, и хотели покупать эти гаджеты. Сергей, хочу вас спросить про гаджеты.